Не снимай, не выкладывай. Вжух, вжух. Ой, блин, рамочку забыл занести домой. Опа. Вот она. С базы притащил. Как тебе с первого раза научиться закрывать? Хотел дома фотки повесить. Вчера с базы, пока до машины донес, она стала вся мокрая. Ну как ты тут, диван? Смотри-ка. А? Ничего так? Выглядишь. Не зря я на тебя столько времени угрохал. Я заказал на Озоне вот эти вот штучки. Их в комплекте, кстати, идет сразу 2. Пропади пропадом, гребаный ты экзист. На какой хрен я заказывал за 300 рублей вот такую вот хренульку, одну, которая тут же вылетела из своей дырки, потому что приходится ее цеплять буквально за пол. Она винтовая, на пол резьбы буквально, чтобы она держала на уровне крыла капот, понимаешь? А тут вот такие вот, там просто, если тебе будет как бы много, просто берешь и отрезаешь. Но мало тебе точно не будет. Так что вот, ждем, скоро придет, поставим. Что еще будем ставить сюда? Руль, рейку, подрамник, все сайлентблоки, ну, этого подрамника, рычагов нафиг. Ковры. Ненавижу вот эти ковры. Ненавижу. Вот это говно. Вот это говно с 2008 года не видел в машине. Потому что у меня япошки, и у них у всех ворсовые ковры. Я обожаю ворсовые ковры. Вот эту вот резину ненавижу. Она туда-сюда. Я не знаю, какой дебил взял, выкинул отсюда родные ковры и постелил вот эту вот хрень. Да, она не входит. Но это мало кого волновало. Что сюда будет сыпаться мусор. И что просто, не знаю. Я тебе говорю, с 2008 года езжу с ворсовыми коврами. Это лучшее, что может быть в машине. Просто. Немножко бомбежа с утра тоже не помешает, да? Правильно? Что еще? Генератор. Потому что обороты скачут. Некоторые подписчики выразили такое, типа, что надо померить генератор. Я не электрик. Я не умею этим ничем работать. У меня нет мультиметра. Вот. Оборот надо померить напряжение во время того, когда скачутся вот эти обороты. То есть я не знаю, кого мне попросить пока. Видимо, не прижимает пока прям сильно. Я не ищу, кого мне. В принципе, я знаю, кого я могу попросить. Так, того же Леху, который мне ключ сделал, в общем. Могу подъехать, и, мне кажется, не откажется померить. Вот. Ну, то есть подписчики некоторые выразили, то есть предположение, что это может быть генератор. Вот, я посмотрел, сколько стоит генератор. 1800 минимум. И в гору. То есть, ну, естественно, чем он дешевле, тем он страшнее выглядит. А в каком там состоянии подшипники, можно только догадываться. Езжу в куртке, потому что под курткой только футболка. А вот на футболке я замерзну. Вот так вот сидеть, греть машину, я замерзну, блин. И сейчас мы очень быстро так окажемся на базе. Засекай время. Погнали. Вентилятор шабашит. Знаешь, что мне здесь не нравится? Что пошло не так при перестановке этой этажерки? Вот эта лампа, вот эта, она здесь не нужна, по сути, в этом углу. Она же светила мне на барабаны,
А если я сюда сейчас ее прикручу, это будет смотреться, ну, как-то не очень, мне кажется. Одна лампа. Хотя надо попробовать, наверное, да? Просто она же была вот так под козырьком, как бы, и в глаза не била. А если я сюда прикручу сейчас, я не знаю. Ее бы, по сути, наверх как-нибудь присандалить. Боб. Это Боб. Знакомьтесь, Боб. Ему 350 лет. Это назвалось Бобом в 96-м году, что ли, я его купил. И сразу назвал Боб. Вот. За эти годы он очень сильно пострадал. В общем, я его пытался отмыть. Смыл с него всю шерсть, короче. В общем, ну, мне все равно. Мне очень нравится этот Боб. Вот. Теперь он будет жить здесь, короче. Сейчас мы тут все уместим. Хватит места хватит всем. Какой красопет. Он ездил у меня еще в моей первой машине. Это была Жигули ВАЗ-2102. Потом он ездил в Трабанте. Мотал своей башкой. Потом в Москвиче 408. В первом кубе. В Тойоте. Блин. Да, блин, ему, я не знаю, он почти мой ровесник, елки-палки. Вот так. Поэтому, наконец-то я его вытащил из своего шкафа. Он там просто пылился. Видишь, он облез, он такой же старый, как и я. Такой же плешивый. Ну все, Боб, ты наконец-то дома. Я придумал, куда пристроить лампу. Вот сюда. Это вот так вот повешу куда-нибудь сюда. А на штативе буду лампу. Буду ее либо над собой выдвигать, либо куда-нибудь сюда. Смотри, насколько стало светлее. Давайте сейчас вот сюда притулю. Эти лампы должны быть на потолке. Если я ее сейчас выключу, насколько станет темнее. Да, ее надо еще правильно повесить, но мне уже нравится. Мне не нравится тьма. Никогда не нравилась. Смотри, офигеть. Как тебе такое? А если ее повернуть вот так вот? Чпок. Ну да, она у меня тут по-хитрому висит, конечно. Вот так вот. Есть разница? Ой. Да офигеть. Конечно, есть. Ну круто, блин. И вся эта жирка сразу светится. А если вот так, то темнее получается. А вот так светлее. Ну все, вот так оставлю. Да, можно просто на потолок повесить кучу ламп этих. Но у меня, видишь, что на потолке? То есть мне придется это все снимать, прикинь. Да и потом к потолку не просто так повесить, он же бетонный, блин. Его надо долбить. А так вполне себе уютно и светло. Блин, мне нравится. Снизу, кстати, тоже прикольно было, когда вот так светится барабан. Можно какие-нибудь направленные купить. Прожекторы такие, туш-туш, с 4 углов на ударку, например. Урок закончен. Мы тут вообще страдали 32 минутами. Заполняли, значит, на малом барабане. Как я люблю. Хочешь, покажу? Давай покажу. Не буду микрофон доставать. Играем бит. Не снимай, блядь! Не выкладывай! Я хотела рассказать историю, почему я
проклинаю эти сигареты, вообще курево это. И как долго у меня получалось бросать, то есть как тяжело и долго вообще. Если я бросал, то я страдал, буквально страдал. Просто сейчас я настолько себя настроил на бросание, что меня ничего не смогло остановить. Я бросил, и как бы еще вот получается уже 2 недели прошло, ни разу не было такого, чтобы я прям заскучал или подумал, вот бы сейчас сигаретку покурить. Ни разу у меня этих мыслей не было вообще. А были мысли только такие, наоборот. Блин, как классно, что я не курю. Как в кошелек не заглянешь, эта 1000 лежит и лежит. Ничего с ней не происходит вообще. В общем, когда я начал курить, как ты понимаешь, это было лет, наверное, сколько? Лет, наверное, 35 назад. Я был еще меньше. И, конечно же, я понимаю, что курящий ребенок, за которого меня всегда все принимали за ребенка, это немножко не то, что люди привыкли видеть. А так как я полон комплексов, мне всегда было есть дело до того, что люди обо мне подумают, понимаешь? Всегда было для этого дела. Я не мог просто так стоять у подъезда и курить, зная, что сейчас выйдет соседка или мама, или папа. А лет мне было уже 18, то есть когда я начал курить. У меня есть несколько знакомых, которые уже в школе начинали курить и курили спокойно при родителях. Вот, вообще не парясь ни о чем. Я даже не мог понять, как это возможно вообще. То есть всю свою жизнь я от всех ныкался. Чтобы покурить, мне приходилось куда-то идти. Допустим, прибегая с... Это была Фазанка еще, я учился в Фазанке. Соответственно, в Фазанке мы все курили, все просто. Придя с Фазанки, бросив вещи, пожрав быстро, я выбегал во двор. Во дворе мы тоже тусовались, тоже все курили, короче, как паровозы прям. Когда я приезжал летом в деревню, я не мог сидеть с родными постоянно. То есть у меня была зависимость, мне надо было куда-то отбежать. То есть я мог обойти просто всю деревню, то есть в поисках укромного местечка, где можно покурить спокойно. Если я, например, приехал в деревню, были такие моменты, и у меня не было с собой сигарет, я мог просто пешком или на мотоцикле часами кружить по деревне в поисках каких-то друзей своих, у кого могут быть сигареты. Для некоторых кажется, что это фигня какая-то, это же не наркотики. Но это такая зараза, которая просто никак тебя не хочет оставлять, понимаешь? Я всю свою жизнь буду жалеть, что когда-то это попробовал. С этого, не знаю, люди с наркоты слазят быстрее, чем с курева. Это просто жесть. Вот, и получается, что в деревне я, когда я ездил в деревню, они у меня уже были такие старые. Я очень часто ездил в деревню. Я все то время, которое я потратил на поиски укромного места или каких-то друзей с сигаретами, я мог потратить просто на существование свое рядом с моими любимыми дедом и бабушкой. Я их очень любил. Но эта зависимость, она меня гнала от дома дальше, короче, просто подальше от дома. Я не мог сидеть дома. Где бы я ни был, в городе ли, дома ли, в деревне ли, дома вы меня не найдете никогда, потому что курить хочется всегда, а когда ты дома сидишь, понятное дело, что ты не сможешь этого делать. И я не мог просто выйти, допустим, в подъезд и покурить, и зайти, воняя табаком. Это было невозможно. Невозможно было представить, чтобы я мог так сделать. Эти вечные шифрования, если я помню, когда еще учился в Фазанке, если я вышел, допустим, в подъезд, ну, на улицу,
никого не нашел из друзей, но покурил при этом. Я буду часа 2 сидеть в подъезде, ждать, пока я выветрюсь, чтобы зайти домой, понимаешь? А когда ты заходишь домой, то есть часа 2 прошло после того, как ты не курил, ты уже хочешь курить. И когда ты заходишь домой, у тебя такие нервики. Ты хочешь курить, понимаешь? А тебе надо идти домой, без палева. И ты начинаешь ругаться там со всеми дома, потому что тебя трясет. Это как наркота, я не знаю. Ты хочешь курить просто очень сильно. Но тебе приходится с собой бороться, понимаешь? И вот так я бросал на такой вот, ну, на таком состоянии. Но я тебе скажу, что на таком состоянии невозможно бросить. Бросать нужно только на позитиве, никак по-другому. Вот как сейчас я бросил, например. Просто на позитиве. Знаешь, как задолбало это долбанное курево. Расход денег непомерный просто. И гробишь свое здоровье просто-напросто. Я решил забить болт на это все хозяйство, короче. И у меня получилось. 2 недели я даже про курево не думаю. Мне это состояние свое очень нравится. Вот и все, что я хотела сказать, что это то время, которое я мог проводить со своими родными, я проводил со своими сигаретами. Это полный бред. А встать-то некуда, местов нема. А тут, ну и тут такая же хрень. Поехали кататься по кварталу. 26 октября, девчонки, мальчишки. Помнишь, я тебе говорил, что опять начало у меня в машине вонять? Когда я машину гнал, был какой-то запах просто ужасный. Я его за лето вроде бы выветрил, как мне казалось. Но потом он вдруг откуда ни возьмись опять появился, короче. И сейчас только до меня дошло, откуда он появился. Дело в том, что пошла 3-я неделя, как я не курю. И, видимо, я стал чувствовать какие-то запахи, которые раньше не чувствовал. Я просто иначе не могу объяснить это как-то по-другому. Потому что я не чувствовал этот запах вообще никак, абсолютно. А сейчас я его чувствую. Он такой, знаешь, слабый. Откуда вот он вылазит, я не пойму. Но, понимаешь, если в машину духарить каждый день, этот запах въедается же в обивку. Я думаю, потихоньку выветрится, ничего страшного. Сегодня в Магнитке настоящий Silent Hill. Сегодня день шофера. Я отдал батьку колпачки на колеса. Он так обрадовался, что я ему отдал еще и свою ручку встает. И помнишь, вот тут синяя такая ручка была? Сюда она не подойдет, потому что здесь есть кнопка. А в Тойоте не было кнопки. Вот. И, в общем, в этой ручке вкручена втулка специальная для размера рычага, которую я вот сейчас еду на базу выкручивать. А вчера за каким-то чертом смазал, короче, силиконом за вот эту заднюю дверь. И она опять начала, короче, стучать. А сегодня еду, и опять тишина. Ну, короче, дефлектор вот этот вот, демпфер, он работает, прикинь. Я слышу, как стучит рейка, как там потрескивает обшивка, но чтобы как стучала дверь, я не слышу. Смотри, какая чистота, да? И вот такой вот срач устраивают эти вот вороны. Прикинь, просто это вот рвут пакет и растаскивают мусор. Неоднократно вот за этим наблюдал. Нам покрасили входную группу. Видишь, покрашено. Я думал, может, они окно заодно вставят, но нет. Еще хотел тебе показать. Покрасили, видишь? Никогда не понимал. Ну, то есть ты вот здесь смог покрасить, не извозив? А нет. Теперь стены надо перекрашивать, правильно? Правильно. Пашка что-то не забирает свой вот этот кабул-подвал свой. Блин, хотелось бы мне, конечно, с Пашкой еще поиграть не раз, и с Андрюхой. Я не знаю, что они так схиляли прям.
Почему бы и нет? Просто поиграть в 3 инструмента. Нифига. Ни в какую не хотят. Так, тут так светло, непривычно, прям вообще. Офигенно. Салам алейкум, уважаемые. Тревожный чемоданчик. Так, а где крутилочка? Крутилочка. Ау. Разве тут можно что-то найти, а? Вижу. И попробуй отсюда что-нибудь выложи. Потом будешь искать до потери пульса, блин. Получается, что он вроде бы как зацепляется, но она там на герметик посажена, поэтому не идет. Что-то шипит во все стороны. Холодный. Газом воняет. Слышишь, шипит. Резинка, наверное. Ни хрена она. Победа. Победа, победа. Ну, хоть что-то я этим экстрактором сделал. Доброе. Почему так тяжело выкручивается-то? Ну да, там резьбовой герметик я туда нафигачил, потому что прокручивалась постоянно. Все. Тут вообще что-то резьба какая-то зализанная. Офигеть, она длинная, прикинь. Просто офигеть. А что получилось-то? Я ее просто прогрел как следует феном. Отогрелась, короче. Пошел на улицу. Попробовал одеть еще раз. Нифига, шипит. Соединение, короче, шипит. То есть, ну, второй раз покупаю вот такую штуку. Первый раз перестал, ну, поджигать. То есть она сама поджигается, видишь? Там огонек, пьезо. А в этот раз, видишь, перестала держать она. Ну все, погнали. Домой. Сейчас у нас будет посиделка. У нас каждые выходные посиделка. Ну, сидим там, чай пьем, пирог едим. Не снимай, не выкладывай. 27 октября, девчонки, мальчишки. Успешный успех. Флюорография пройдена. Ненавижу флюорографию проходить. Потому что надо раздеваться и в толпе стоять голым, короче. Вот, а это я вот больше всего ненавижу. Сразу вспоминается военкомат. Смотри, какие они длинные. Не то, что те, которые я заказывал. Там было 3 витка резьбы всего, прикинь. Я с утра гонял на базу. Подписчик Женька приезжал ко мне на базу. Представляешь? Они здесь отдыхали с семьей на банчике. Это у нас курорт такой, рядом с городом. Вот. И тут до города 50 километров, короче. Решил посетить меня и мою реп-базу. В общем, фу. Посидели с ним на базе с часов где-то.
поболтали. Я забыл подснять это все дело. Он подарил мне такой специальный пакет с пивком. Я его бате передарил. Батя, короче, аж подпрыгнул и побежал. Схватил этот пакет и побежал в гараж. У меня один урок отвалился сегодня. Ну, может быть, даже это к лучшему. Не может быть, а к лучшему, потому что мне тяжело 2 урока подряд. Чего дрожишь, волчий хвост? 27 октября, девчонки, мальчишки. Я бегал за фильтром. Заказал фильтр. Вот, помнишь, 300 рублей. Пришел забирать. А он говорит, код получения. Я говорю, а у меня нету приложения. Мне просто позвонили и сказали, приходите, фильтр пришел. Он говорит, не могу выдать, потому что нужен код получения. Я говорю, а зачем вы мне его тогда продали, если вы мне не можете его выдать? Ну, короче, там целый консилиум собрался, сидели, короче, решили выдать. Вот. Ну, а также я в Экзисте заказал сайлентблоки на рычаги передние. Едем оплачивать. Вот, сейчас оплатим сайлентблоки, поедем на базу. Сегодня у нас репетиция, будем собирать манатки. Скоро придет подрамник, надо быть готовым. Бегал, оплатил. 4 сайлентблока передних рычагов. Хочешь прикол? Стою я, значит, уже на повороте на базу. Тут приходит сообщение, что мне пришел руль. Я надеюсь, успеем за часок, потому что в 12 у меня стрелка на базе. Это, скорее всего, приехал руль, поэтому едем получать. Руль получен. Руль обалденный. Прям крутой. Прям уже не терпится его воткнуть. 20 минут у меня ушло. Получается, с цирка доехать до суда, зайти в кабинет, расписаться, заплатить и забрать груз. 20 минут. Руль просто чумовой, не то что вот это вот дерьмо. А он еще на стержне там телепается. Хотел прямо сейчас разобрать и вспомнил, что здесь вот такое вот. А такое есть только у бати в комплекте. Нашел ключик комплектный. Это вот у меня под сиденьем такая была штука с 2 ключами. Под вон тем сиденьем соноровским. Самый беспонтовый стул на свете. Просто шатается как сволочь просто. Эй, красопетка. Красопеточка моя. Обрастает потихонечку. Так. Стараюсь аккуратненько прям. Ну-ка, а если что, если вот сюда вот. Ну, здесь даже лучше, наверное. Ага. Нормально я сложился. Провод от метронома не взял, наушники не взял, ручку не взял, блок питания от метронома не взял. Вот так я собрался, прикинь. Сумку уже завернул, все сложил. Смотри, сколько всего. Надо кое-что подправить. Вот смотри. Вот руль. А вот она не вставляется, короче, сюда. Видишь, никак не вставляется. Я всяко пробовал. А проблема в том, что когда вытаскивали, здесь что-то липкое, оттирать надо. Видишь, вот это четко, это четко. Это оттопырено. Вот так ее отжимали, короче, вытаскивали. Отвертками отжимали. Вот. Вот и все. Видал? О! Готово. Собака в шоке от запахов. Слазил в багажник за плоскогубцами. Еще неудобный болт вообще. Просто не подцепить. Какой-то весь поезженный. Не знаю, хорошо это, плохо. Но открутил я просто с полпинка. Вот так шлепнул один раз по ключу. И все. Интересно, как сейчас руль будет сниматься. Меня мой мастер учил рули снимать.
что все делается шлепком. То есть по ключу надо хлопнуть, по рулю надо тоже хлопнуть. Сейчас я вот тут освобожу немножко. Хорошо сидит. Уже заболтался, чувствую. Ха! Я в шоке. Так, ты мне тут никуда не крутись. Эту штуку надо вытащить. Готовченко. Прикол. Я хочу руль поставить чуть-чуть правее, потому что у меня руль смотрит как бы чуть-чуть влево. Вот. Это, конечно, можно с хождением отрегулировать. Но я хочу попробовать, раз уж я меняю руль, попробовать его поставить на один зуб влево. Это байда не снимается? Нет. Так вот стояла, короче. Как-то вот так вот. Да, именно так. А мне надо сделать его. Может быть, даже еще чуть. Нет, это перебор. Вот так, наверное. Он был где-то вот так у меня. В общем, на один зуб, может быть, получится. Ага. А забить его не получается. Его надо именно закручивать. А руль, короче, на мусорку отвезу. Значит, тут у него и так хлама хватает. Собака, отвали отсюда, а? Скачь, как блоха, блин. Вау. Ну кайф же, а? Еще чекай, западло прям. Загорелся. Ой, что-то он какой-то тоненький прям. Тот какой-то разбухший был. Смотри-ка, что, а? А что такое? Я ж тут ничего не делал. Что-то туго как-то первый раз переключилась. Странно. Пойду гараж закрою. Поехали посмотрим, насколько мы ровно руль поставим. Ну, заодно до мусорки доедем, выбросим старый руль. Я не знаю, чем надо было руки мазать, что его вот так вот раздело прям. Ужасно. Погнали. Что, дверь опять заелзала заднюю. Неправильно стоял. Офигеть. Да у меня колеса задеваются, подкрылки, прикинь.
улице. Сел в машину, прогрел, короче. За руль схватился и, блин, такое ощущение, как будто не в свою машину сел, знаешь. Непривычный. Тот какой-то уже такой весь был резиновый, такой мягкий, мерзкий, но какой-то уже привык к нему, прикинь. То есть вот привыкаю по новой.